Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будут прекрасные ароматы подборка для осени. Осень наступила, как всегда, нежданно, негаданно. Сразу такое ощущение, что из лета мы переключились сразу на какую-то прохладную, промозглую погоду. И я все еще надеюсь, что бабье лето будет, и еще будут теплые денечки. Начнем с первого аромата. Это творение Lancôme Poème. Недавно появилась у меня эти миниатюры в таком маленьком наборчике. Есть видео, я оставлю ссылку. Там я рассказываю о всех ароматах этого набора. И вот этот аромат Поэма, у меня его не было никогда, потому что многие были, а вот именно Поэмы у меня не было. И первое, о чем я подумала, когда я его ощутила, это именно его осеннее настроение. Это, знаете, как вот завершение лета, как послевкусие лета. Ассоциируется здесь множество компонентов, очень богатые, и богатые ноты и верхние, и средние, и базовые. Но для меня открывается он больше всего, я чувствую, здесь персика. Естественно, здесь есть тубероза, жасмин и ваниль. Но для меня это персик, амбра и немножко мимозы. Но мимоза не в таком вот ярком ее понятии, такой весенней мимозы, а именно медовых таких нот, ощущение тепла, ощущение какой-то немножко такого послевкусия, когда лето уже на исходе, и вот пришла осень. Такая теплая, желтая, как и цветы, которые составляют этот аромат. В основном здесь желтые цветы, и мимоза, и нарцисс. Здесь есть цитрусы, здесь есть слива, очень много фруктовых таких вот нот. Но для меня это вот персик с амброй, теплый, растекающийся, только-только вот притронутый холодом и чуть-чуть немножко такое солнце, которое светит, но уже не греет настолько сильно. Вот этим у меня ассоциируется поэма от Lancôme. Какие-то травы, поле, цветы, такие немножко пожухшие. Очень приятный, очень ласковый такой теплый аромат, солнечный, какой-то вот солнечный и в то же время немножко такой медовый. Очень нравится, и я считаю, что это великолепный аромат, прям как никакой другой, подходящий к осенней погоде. Следующий аромат, который тоже мне приходит на ум осенью, хочется носить его именно осенью, это Poison Girl Eau de Toilette. Когда я тестировала эту воду в парфюмерной концентрации, мне почему-то она не понравилась, не заинтересовала. Но когда я протестировала Eau de Toilette, это вот прям мое, то, что мне очень близко и очень комфортно такое носить. Здесь немножко гурманская история, хотя он, в принципе, цитрусовый. Здесь очень большое количество цитрусов, апельсинов, в том числе цветков апельсина. Здесь есть нероли, но нероли, они, так как здесь есть еще и бобы тонко, кашмелька, то он не вылазит вот этой вот своей знакомой такой вот острой ноты нероли. Поэтому для меня это прям прекрасный, приятный, слегка в верхах цитрусовый, но потом все-таки такая вот приятная, вкусная карамель, которой хочется, когда холодно, хочется именно таких вот приятное сочетание апельсина и карамели. Очень люблю это сочетание, как трюфели шоколадные с ноткой апельсина, так и в ароматах. Это вот очень-очень приятное сочетание цитрусов и карамели для меня. Да, здесь много нот, здесь и гелиотроп, и лимончик. Ну, для меня это апельсин и карамель. Очень приятный, очень в то же время, как классический пуазон,
я носить не могу, для меня он слишком тяжелый, слишком такой вот хард. А это то, что нужно. Очень приятный. Люблю Пуазон еще чистый, который у меня ассоциируется с весной, с цветами. А вот это такая вот уже более теплая композиция, при этом не давящая, не слишком тяжелая, а достаточно такая цитрусовая, но в то же время с приятными нотками теплыми карамели, бобов тонка и кашмирана. Обожаю этот аромат. У меня, кстати, миниатюра, и я прям ей активно пользуюсь. Наверное, стоит задуматься и о флаконе, потому что аромат мне очень понравился, очень подошел. Следующий осенний аромат, я говорю, когда я открывала эту коробку миниатюр, для меня это вот было такое дыхание осени. И одним из этих ароматов я открыла для себя аромат Safari от Ralph Lauren. Это аромат восхитительный, фужерный, древесный, зеленый, ни на что не похожий, с какой-то необыкновенной нотой горечи полевых цветов, трав. Здесь вот уже такая, знаете, немножко минорная осень, пожухшая трава, уже такое прохладная погода, солнце опускается все ниже и ниже, и эти травы в сочетании тоже с медом, хотя здесь нет меда, я все время удивляюсь, но здесь есть амбра, красивая, золотая, роскошная амбра, цветы. Очень много цветов. Что отличает этот аромат, это гальбанум и бархатцы. Наверное, именно бархатцы дает такое неповторимое звучание этому аромату. Здесь есть и смородина, и гиацинт, и гелиотроп, нарцисс, итальянский жасмин, роза. Ну и база — это сандал, кедр, пачули, амбра и ветивер. Просто восхитительная композиция. На мне еще выдает очень красивую ноту сигарет, когда я ношу этот аромат. Аромат очень хорошо держится, стойкий, глубокий и интересный. Вот если вы хотите что-то необычное, то попробуйте, потому что это ни на что не похожая история. Нет сладости, нет каких-то мускусных вот этих нот, знакомых, которых сейчас все больше и больше в парфюмерии, ягод, каких-то гурманских нот. Здесь очень все благородно, красиво, необычно. Это действительно вот мед, пожухшие травы, полынь, может быть, бархатцы и амбра тоже. Я чувствую тоже красивый такой оттенок амбры. Очень красивый флакон, просто великолепной красоты, какой-то, как будто это бутылка какого-то красивого дорогого виски или коньяка. И необыкновенный сам аромат тоже создает такое же вот ощущение немножко легкой грусти по ушедшему лету, каких-то немножко, наверное, грустных воспоминаний, как было тепло и хорошо летом, но все-таки лето закончилось. Поэтому я думаю, вам понравится вот такое настроение этого аромата. Он как никакой другой, мне кажется, очень красиво подчеркнет настроение такого ранней такой осени. Так что возьмите на заметку. Следующий аромат, который тоже блестяще подходит, подчеркивает именно осеннее настроение, осеннюю погоду, это аромат от État Libre d'Orange. Это Une Amourette называется он. Необыкновенное сочетание удовых нот, нероли, ириса и ванили. Этот мужской аромат унисекс. И сначала, мне кажется, я когда его ощутила, я подумала, нет, это все-таки, наверное, мужской аромат, он, наверное, мне не подойдет. Он необыкновенно стойкий, вообще он такой с древесной нотой, удовой. И мне почему-то приходит на ум какая-то обувная мастерская, какой-то скипидар или какой-то крем для ботинок. Очень необычный аромат, и в то же время он сказочно раскрывается. Естественно, это вообще не про сладости, никакой абсолютно здесь нет приятных каких-то трав.
Здесь есть такие древесные удовые ноты. Но уд здесь великолепный, мягкий. Я не люблю удовые ароматы, но здесь мне нравится. Мне нравится его вот такой отсыл к какому-то не то крему для обуви, не то скипидару, не что-то вот такое необычное. При этом великолепная стойкость, великолепное такое теплое сочетание таких нот древесных теплых, которых вас сопровождают. Он очень долго длится, это прям сказочное какое-то такое состояние и необыкновенные такие ощущения какие-то, ни с чем не похожие. Вот для меня, у меня это аромат впервые, и вообще я впервые такой аромат ощутила. Кому-то, конечно, он не подойдет, без attesta брать не рекомендую. И у меня такой был Discovery Set, где вот этот аромат я обнаружила. И один из них я с легкостью отдала, потому что он мне не понравился. А другой был, это были ландыши прекрасные, легкие, слегка крайне сливочные. А это вот что-то, какая-то необыкновенная история. И именно осень, мне кажется, великолепно подходит для этого аромата. Такого древесного, удового, слегка цветами ириса и ванилью. Стойкость, еще раз повторяю, замечательная, необычной красоты аромат. И в 2017 году он был выпущен. Он унисекс. Вот, я говорю, первое впечатление, когда вы его наносите, то вроде что-то мужское. Но он бесподобно раскрывается, очень такой, становится какой-то немного древесный, немного цветочный, но цветы такие тоже какие-то со своим таким минорным тоже настроением, немножко такой вот грустинки в них, чуть-чуть вот этой вот ноты, какой-то необычные ноты, не то скипидара, не то крема для обуви, но мне почему-то зацепил этот аромат, он мне очень понравился, и я его с удовольствием ношу. Просто вот обожаю сейчас. Следующий аромат, который тоже я обожаю, редко, правда, его ношу, но у меня к нему особая любовь, это Guerlain Samsara. Выпущен он был в 1989 году самим Герленом. Посвящен этот аромат был его любимой женщине и создан был именно для любимой. Флакон у меня еще старая версия, ну не совсем винтажная, но старая версия. Это самый-самый красивый сандал. Я считаю, что, мне кажется, это классический такой восточный аромат, и сандал здесь необыкновенный, мягкий. И новая версия аромата, она уже легче, более адаптирована к современным реалиям, но самая такая вот красота этого аромата все-таки она вот в более старой версии. Необыкновенное тоже количество здесь нот: иланг, персик, бергамот, зеленые ноты. Здесь есть ирис, жасмин, роза и фиалка. Здесь сандал, ваниль, ирис, амбра, бобы тонка и мускус. Просто кладезь. Для меня это именно вот самый красивый такой классический сандал, который должен быть как вот образец аромата классического. И он у меня всегда ассоциируется, вот когда говорят сандаловые ароматы, что первое приходит мне на ум именно вот Самсара. Первые ноты сложно мне перенести, потому что я все-таки предпочитаю что-то такое более легкое. На первых порах он очень рисковатый для меня. Но этот аромат, который раскрывается, который играет, переливается, звучит по-разному, в разную погоду, абсолютно неповторимый. Его можно узнать из миллиона. Что-то похожего я не слышала, по крайней мере, не встречала. И осень — это тоже, мне кажется, его пора. И он необыкновенно облагораживает, не дает вам опустить голову. С этим ароматом вы всегда должны быть с высоко поднятой головой, с
красивой походкой, одеть самое красивое платье, пальто или костюм и двигаться дальше. Вот это такая классика, которая тоже, мне кажется, должна быть. Не каждому он будет понятен. Ну, по крайней мере, женщины моего возраста, моего поколения, все, по-моему, любят этот аромат. Он у всех ассоциируется с чем-то приятным, потому что когда-то носили их наши мамы, родственники, и когда мы чувствуем этот аромат, мы вспоминаем какие-то такие теплые, приятные моменты с детства. И в то же время новая версия этого аромата, она звучит очень адаптированно, очень легко. И молодые девушки тоже могут прекрасно этот аромат носить и вот наслаждаться этой красотой такого вот приятного сандала. Для меня это вот аромат женственный, цветочный, восточный, очень красивый, необыкновенный и такой своего рода образец классики. И символ, опять же, образец такой классического, такого восточного аромата, и в то же время это такой символ любви, потому что аромат был создан для любимой. Поэтому еще более, как бы, когда мы слышим именно вот то, что он был создан именно для своей любимой женщины, мне кажется, этому аромату еще это придает такую вот превосходную степень оценки чувств, подтверждения любви мужчине к женщине. В общем, великолепно, особенно осенью, особенно в прохладу. Меняется этот аромат в зависимости от погоды, настроения, в зависимости от на солнце вы или под дождем. Аромат очень-очень играет красиво. И это тоже прекрасный спутник для осени. Следующий аромат, который тоже для меня в осенней подборке, конечно, он будет хороший зимой тоже, но почему-то именно вот осенью уже начинает к нему тянуться рука. Это аромат Tinare, и это фирма Le Couvent Maison de Parfum. Это аромат достаточно новый, выпущен он был в 2019 году, парфюмер Эрик Фрапан. И это ванильно-древесная такая композиция. Это, я бы сказала, когда многие его слышат, что это баккара от Куртиджана. Да, это все-таки что-то в том же направлении. Он очень похож на этот аромат. Есть вот эти острые такие карамельные нотки. Есть вот эта звонкая, как будто клубничка, как будто леденцы на палочках. Что-то есть такое. Но все-таки хочу сказать, что у этого аромата есть свое «я». Есть свое какое-то лицо. Это не такой вот прям вылитый клон аромата баккара. И мне этот вариант нравится даже больше. Во-первых, по стоимости он гораздо дешевле. И я бы сказала, что он и для меня более... Я здесь не чувствую ни бинтов, йода и чего-то такого подобного. Для меня это прежде всего дерево, древесные ноты, ваниль, мандарин здесь очень чувствуется, и жасмин. Теплый, приятный, обволакивающий. Чем-то он немножко напоминает аромат By the Fireplace. И да, у меня тоже такие ассоциации с ним. Именно какой-то камин, какой-то шале, может быть, или это уютный какой-то маленький домик, где разожгли камин, и тарелка мандаринов, какие-то ванильные, как ванильные конфеты. Именно когда прохладно, когда хочется укутаться, вот этот аромат, он согревающий, он такой атмосферный, создающий такую приятную осенний вечер, где-то в кругу семьи, тлеет камин, и вот этот приятный аромат древесный, ванильный и в то же время немножечко цитрусовый. Очень красивое сочетание, очень получаю тоже на него много комплиментов, но в основном со стороны женщин. Мужчины почему-то думают, что это мужской аромат. Это аромат унисекс.
Вот. Но именно комплименты получаю именно от женщин на этот аромат. Звучит великолепно, тепло, как-то вроде бы и схож он с Бакарой, но в то же время есть у него свое лицо, свои какие-то необыкновенные черты, которые мне приятнее и ближе намного, чем Бакара. Поэтому, особенно в осенний хмурый день, прекрасно этот аромат подходит, согревает и радует. Последний аромат, это тоже моя любовь в таком вот у меня travel варианте. Этот аромат от Serge Lutens, это Шерги. Очень подходящий, мне кажется, для осени аромат. Необыкновенно сочетающийся тоже с осенним настроением, с первыми холодами, с таким немножко тоже грустным и слегка таким меланхоличным настроением. Это амбра, очень красивая. Мне кажется, вот сандал и амбра — это вот настроение осени, это ароматы осени. Они буквально подчеркивают женственность, красоту, классику, какой-то необыкновенно красивый стиль. И это вне времени ароматы, мне кажется, очень теплый, пряный. Здесь есть и табак, здесь есть и мед, амбра, сено, к моему удивлению, ладан, сандал, ирис, мускус и роза. Но, как и все творения Сержа Лютена, они очень интересные, очень необычные. И Шерги — это один из моих первых ароматов от Сержа Лютена, который мне вот захотелось иметь именно. Потому что я часто тестирую ароматы Сержа Лютена, но желание покупать как-то у меня не возникало. И вот только Шерги я решила, что обязательно должна иметь. Теплый, приятный. И вот ноты табака. Сладость здесь нет ни карамели, но мед и, наверное, вот амбра с ладаном дает ему глубокую такую томную ноту, которая прям вот обволакивает, согревает, окружает вас. Как-то необыкновенно тоже долго держится, необыкновенно красиво, красивый сияж. Тоже масса комплиментов, тоже особое раскрытие в зависимости от того, на чью кожу вы наносите. Он звучит немножко все-таки по-разному, не у всех он одинаково. Но для меня это сейчас тоже самый такой любимый аромат, теплый, пряный, амбровый и бархатный в то же время за счет, наверное, сандала. Ну, я не слышу розу, я слышу ирис, да, я слышу немного мускуса, какой-то свежесть ему придает. Все-таки это не просто такая история, что это просто томные, громкие ноты, полные такие вот сладостные, нет. И есть какая-то нотка свежести и нотка острая какая-то такая вот за счет табачных нот. На мужчине я не вижу Шерги, не знаю. Для меня, мне кажется, все-таки это женственный, пряный, теплый, медовый, такой вот растекающийся. И ассоциация у меня почему-то этого аромата именно таким с шоколадным каким-то цветом и вот с вкраплениями, как шоколад, и вкрапление таких карамельных, вот в шоколаде есть шоколад с карамелью. Вот такой у меня в представлении цвет, хотя Шерги на самом деле, по-моему, такой тоже сам аромат. Что я спрашиваю? Если посмотреть, то он такой, знаете, вот коньячный. Вот поэтому у меня именно в моем представлении аромат именно вот такой вот шоколадный. И в то же время цвет шоколада с вкраплениями карамели, которая похожа по цвету на цвет амбры. Вот такая у меня ассоциация. И очень приятный, очень теплый. И как нельзя подходящий для холодов, для промозглой погоды, для уже такой вот прям влажной, и в дождь, и в сырость он будет великолепно вас греть. Просто греть, как какой-то теплый, уютный шарф
какой-то пушистый, мягкий кардиган. Он будет вас окутывать, согревать и не давать вам впасть в какую-то хандру. Вот такая у меня, я считаю, роскошная, шикарная подборка осенних ароматов. Ассоциируются они у меня все именно с осенью. Какие-то, может быть, такой с ранней осенью, более теплые, какие-то ассоциируются уже более такой прохладной погодой и более поздней осенью. Но, мне кажется, все эти ароматы необыкновенно хороши именно для осенней поры. Пишите свои любимые ароматы осени, ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчик. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что я вижу, что вы смотрите меня, но не подписаны. Пока-пока и до следующего видео.